Ближний чемпион против дальнего чемпиона. Разберем этот матчап как с одной стороны, так и с другой. Естественно, самое главное преимущество дальника заключается в том, что он может на расстоянии наносить урон и взамен не получать ничего. Особенно, когда вы вдвоем всего лишь первого уровня, потому что нету ни скачков, ни рывков, скорее всего ничего этого нету. Именно поэтому, если вы играете дальним чемпионом, то вам нужно нанести как можно больше урона, пока вы первого-второго уровня. Но тут нужно следить за миньонами, потому что если вы сделали автоатаку по вражескому чемпиону, то агр миньона, то есть цель, которую он атакует, поменяется на вас. И в начале игры они вам спокойно могут нанести половину хп. Также не забывайте, что в то время, пока они бьют вас или пытаются просто дойти до вас, ваши миньоны все это время бьют их. То есть вы нарушили баланс, и ваши миньоны стали сильнее за счет этого, потому что у них больше хп. И вы начали слоу пушить. Если вы играете за ближника, то ваша цель получить 3 и 4 уровень. И при этом потерять как можно меньше хп, чтобы потом уже выиграть линию. То есть если вы видите, что ваш враг отгоняет вас от крипов, то подождите просто под башней. Ждите, они рано или поздно придут. Он не может это зафризить. И вы можете спокойно их убить под башней. Плюс вам еще может помочь лесник. Так что ваша главная задача это не терять хп. Берите руны на хп, берите предметы на хп, берите все на сустейн. И как только вы переживете то время, когда вы были слабы, например, это может быть и левел, предметы, собрать какие-то, вы начинаете играть по своему врагу. Самое главное это не умереть и не нафидить его. Потому что игра устроена так, что если ты вначале слаб, она компенсирует это в будущем. То есть ты станешь сильнее в будущем. И даже если ты чуть-чуть просел по фарму или там где-то, то ты будешь все равно сильнее своего оппонента и можешь его наказать. Потому что у него было время уничтожить тебя, получить доминацию и вот это вот все. Но он ей не воспользовался, теперь твой ход. Самое главное понять, когда этот ход наступает. Так что совет для дальников заключается в том, что вам нужно уничтожить своего оппонента, пока он не стал сильным, а ближник просто должен перетерпеть это. Также хочу сказать, что есть такие чемпионы, как Атракс. Вроде на бумажке они являются ближниками, но их способности являются дальними. И именно поэтому я его не могу назвать ближником. А что вы думаете по этому поводу? У меня на этом все. Всем спасибо и удачи.